Друзья, всем огромный мексиканский привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сейчас мы находимся на шумных улочках города Пуэбло и покажем сегодня вам его исторический центр. А также отправимся на самый маленький вулкан в мире. Мы сейчас приехали в город Пуэбло. Ехали мы из города Арисаба. И вы не представляете, как долго мы ехали, при том, что у нас была платная дорога. Навигатор показывал ехать 2 часа 20 минут. В итоге мы ехали где-то 4,5 часа. Дикие пробки. И вот, наконец-таки, мы в городе Пуэбло. Остановились в отеле, который называется Иконик. Прямо через дорогу находится исторический центр. А это наш отель, поэтому удобно будет гулять. Пройдем внутрь. Отель стильный не только внешне, но еще и внутри. Сразу заходим, и здесь прохладно. Мы сейчас в зоне лобби. Нас очень быстро зарегистрировали. И хочу обратить ваше внимание вот на эту необычную стену, потому что это страницы книг, которые выложены в одно изображение дерева. Здесь же находится кафе, которое называется Mi Viejo кафе. Здесь мы будем завтракать, поэтому более подробно это кафе я вам покажу завтра. Сейчас немножко пройду на эту территорию. Кстати, здесь также можно выпить чашечку кофе, горячий шоколад. Возможно, я даже спущусь и обязательно попробую. Очень приятная обстановка. Безумно красиво. Здесь камин. Я сначала подумала, что это не настоящий огонь, но в реальности он всегда здесь горит. Поэтому в холодные вечера здесь можно погреться. Комната располагается на 1, 2, 3 и 4 этаже. Можно подняться по лестнице или подняться на лифте. Наша комната расположена на 4 этаже, как я вам говорила. Сейчас мы поднимемся. Там же находится и спортивный зал. Я обязательно завтра позанимаюсь на тренажерах, потому что не так много отелей, в которых мы останавливались, и был тренажерный зал, поэтому я занималась зачастую зарядкой утром в комнате. Но, конечно же, в тренажерном зале это удобнее делать. Наш этаж. Слева находится тренажерный зал. Здесь можно также попить водички. Тренажеров немного. Эллипсоид, беговая дорожка, велосипед, есть гантельки. Но этого достаточно будет для моей зарядки. Посмотрите, какой вид открывается на исторический центр. Пройдем в нашу комнату. Добро пожаловать, друзья! И первое, что бросается в глаза в нашей комнате, это шикарная терраса с ее великолепным видом. Давайте я вам ее покажу. Отсюда открывается вид не только на город Пуэбло, но также на действующий вулкан, который называется Попокатепетл. Это вторая точка по высоте в Мексике. У нас не только красивая терраса, но еще и шикарный номер. Посмотрите, только какая двуспальная кровать. Ой. Ну, помимо кровати, конечно же, у нас есть еще другие атрибуты. Большой плазменный телевизор, кофемашина с капсулой, водичка, кофе. Также есть мини-бар за отдельную плату. Стол-стул. Потом большое зеркало в полный рост. Напротив мы видим картину местной девушки в наряде. Сделано по принципу некой мозаики.
Также при входе у нас гардероб, где вы можете повесить свои вещи. И ванная комната с туалетом. Здесь у нас душевая. Есть как лейка, так и тропический душ. Здесь туалет. И раковина с различными тюбиками, кстати. Есть мыло, есть лосьон, шампунь, лоточки. Есть фен. И очень-очень-очень много полотенец. Поэтому, друзья, большой красивый город. Также у нас большой красивый номер. Здесь мы на пару дней. Надеемся посмотреть красоты этого города. Кстати, если вы устали от солнца, в номере, помимо того, что есть кондиционер, также можно скрыться от посторонних глаз. Можно сначала закрыть вход на террасу, а после чего и вовсе опустить штору. На завтрак мы спустились в кафе, которое называется Кафе Вьехо, в переводе с испанского «Старое кафе», «Мое старое кафе». Нам дали выбрать завтрак. Здесь типичные мексиканские блюда. Если посмотреть взглядом русского человека, то сначала ничего не понятно. Мы переводили каждое блюдо и выбрали себе яйца по-мексикански. И я выбрала себе типичный завтрак европейца – это круассан. Нам уже принесли фрукты, кофе, сок. У меня вместо кофе чай. Вот так выглядят два завтрака, которые нам принесли. Мексиканский, это яйца с томатами, и у Томочки круассан. У меня прям королевский завтрак. Огромнейший круассан, ветчина, помидорка, зелень. Вкусняшка. После завтрака я отправилась гулять по историческому центру города Пуэбло. Кирилл остался в отеле, потому что ему необходимо поработать, монтировать видео. Город Пуэбло называют городом 4 ангелов, потому что он окружен 4 вулканами. И это вообще единственный город в мире, который окружен именно 4 вулканами. Несмотря на то, что сейчас не такое раннее утро, а уже 10 часов, проходят какие-то работы везде. Я дошла до музея, который называется Каза де Альфиники. И хочу прогуляться внутри этого музея. Отошла чуть-чуть поодаль, чтобы рассказать легенду об этом доме. Девушка заказала своему возлюбленному дом, чтобы он был построен из сахара. Поэтому тонкий декор из лепнины и белой штукатурки на фасадах придает этому дому сказочный и сахарный вид. Сейчас в этом доме находится музей, по которому я хочу также прогуляться и показать экспонаты вам. Вход в музей стоит 45 песо. Также здесь действуют скидки для пенсионеров и студентов. Но я уж не стала обманывать, что я студентка, потому что сначала мне предложили со скидкой. Здесь рассказана история об этом доме. С этого начинается экспозиция. Кстати, съемка видео и фото разрешены, но только без вспышки. Также здесь можно узнать историю реставрации этого дома и о том, как этот дом стал национальным музеем. Ого, здесь рассказывают историю, и здесь упоминается Анна Павлова, наша балерина. Из истории узнала, что Анна Павлова, оказывается, 2 раза посещала Мексику и 1 раз была в городе Пуэбло, где проходили ее выступления. Оказывается, выступление Анны Павловой произвело такой фурор, что один из ее танцев был в национальной одежде, которая здесь изображена, и на основе этого танца. Также эту национальную одежду можно увидеть здесь на экспонате. Сейчас вышла из одного зала, и продолжение экспозиции будет на 2-м этаже. Сказали подняться и повернуть направо. Вот здесь, кстати, написано, что Пуэбло – это город ангелов. Можно выйти на балкончик и полюбоваться архитектурой этого здания со 2-го этажа. В этом зале можно увидеть старые фотографии людей
определенных профессий. Вот, например, носильщик воды. А вот это ощущение, как будто бы из этого кактуса будут делать мескаль. Это мы видим старую карту города Пуэбло. И здесь в большом варианте. Еще город Пуэбло славится своей керамикой. Она называется керамика Талавера. Знаменитая глазурованная керамика производится в городе и в окрестностях с конца 16 века. Поэтому можно увидеть не только в музее, но еще и на различных рынках, по которым мы прогуляемся совсем скоро. Зал, посвященный керамике. Именно в Пуэбле добывается особая белая глина, которая пригодна для производства керамики самого высокого качества. Аутентичной Талаверой считается только та, что вручную изготовлена и расписана в штате Пуэбло и только в нескольких сертифицированных мастерских. Технология изготовления высококачественной керамики была завезена в Мексику из Испании в колониальную эпоху. Золотым веком этого вида керамики является 1650 по 1750 год. И Пуэбло была главным гончарным центром этой страны, поэтому эту керамику экспортировали не только в Мексике, но еще и по всей Латинской Америке. Недалеко от Пуэбло проходили различные сражения, как американской войны, так и французской, поэтому здесь целый зал уделен этим сражениям и истории тех событий. Можно подняться на еще один этаж выше и полюбоваться лепниной, фасадом этого невероятного здания красивого. Какой же красивый внутри интерьер, как все аккуратно и изящно сделано. Деревянные ставни, пианино, люстры, обшитые обои. Невероятная красота. Сложно поверить, что это Мексика, и что сейчас я нахожусь не в какой-нибудь стране Европы, типа Испании или Португалии. Конечно же, колониальное влияние здесь видно по-особенному. Спустилась на первый этаж, и здесь можно посмотреть, на каких каретах раньше ездили. Продолжая прогулку по городу Пуэбло, посмотрите, в каком красивом здании находится кофейня Starbucks. Если бы не завтрак, я обязательно бы уже зашла и попила там кофе. Сейчас я дошла до еще одного интересного здания. Это особняк 18 века, также построенный в стиле барокко. Посмотрите, какой он необычный. Называется он домом кукол. На фасаде изображены 16 кукол в очень странных движениях. Кстати, в 1999 году в Пуэбле было сильное землетрясение, и на несколько лет этот музей был закрыт. Стоимость входа в этот музей 30 песо. Это университетский музей. Здесь находится старинная мебель. Я захожу внутрь не потому, что мне даже интересно, сколько старинной мебели, сколько мне интересно это здание внутри. А чтобы посмотреть внутрь, обязательно нужно зайти в музей и купить билет. Кстати, в подарок дают еще и блокнотик. Интересно, сейчас покажу вам его. Оказывается, внутри не просто блокнотик, а истории фигурок, которые сделаны различными художниками.
Пока не знаю, как этот музей взаимосвязан с этими скульптурами, с этими фигурками точнее. Внутри этого музея расположены старинные научные инструменты, мебель, штукатурка, произведения художников. Этот музей немножко нагнетает на меня ужаса, потому что где-то там расположены мумии. Я даже не стала их снимать, насколько они выглядели страшно. Здесь старинные научные предметы. В 1987 году этот музей был отреконструирован, точнее это здание было отреконструировано, после этого здесь расположился университетский музей. Поэтому все экспонаты, которые здесь находятся, напрямую связаны именно с историей и наукой. На последнем этаже находится экспозиция мексиканских художников. Можно посмотреть на необычные картины. Совсем рядом с этим музеем находится главная площадь, по которой мы сейчас прогуляемся. По сути, это место, где город был основан в 1531 году. Несмотря на то, что сегодня суббота, на площади не так много людей, поэтому можно прогуляться, наслаждаясь атмосферой вокруг. Справа видим фонтанчики. На улице, кстати, не очень жарко, я бы сказала, даже прохладно. По левой стороне находятся туристические автобусы, и я думаю, что сейчас я отправлюсь на одном из них на прогулку по исторической части. Есть большие автобусы, есть поменьше. Есть одноэтажные. Я решила отправиться на более новом автобусе, потому что он отправляется прямо сейчас. А более старого формата, более колоритный, его необходимо ждать, хотя по стоимости совершенно одинаково. 120 песо тур на автобусе, продолжительность час и 20 минут. De Puebla, sin duda una de las más grandes e importantes de toda América. Como habíamos dicho, su primera etapa de construcción. Y aquí la vemos. La verdad es que muy probablemente le pusieron Ciudad de Los Ángeles, influenciados por los franciscanos, que también... Сейчас проезжаем в Форт Лоретто. Вообще, на самом деле, не очень удобно рассказывать, потому что постоянно что-то рассказывают. Поэтому я не могу вам комментировать. С одной стороны открывается вид на город, а с другой стороны можно посмотреть на этот знаменитый Форт Лоретто. В Форте Лоретто сейчас находится музей. Вот это была главная сцена сражения во времена французско-мексиканской войны. Кстати, этот форт находится на вершине холма города Пуэбло, поэтому отсюда открывается такой шикарный вид. На самом деле, для меня вот такой автобусный формат, он не очень удобен, потому что остановок практически нет. Форт Лоретто находится на вершине холма, поэтому отсюда открывается красивый вид, к которому можно подойти. Нам разрешили погулять 15 минут. Этот форт был раньше главной сценой во время второго вторжения французов в Мексику. Поэтому сейчас это здание очень почитают. Внутри находится музей, где можно подробнее узнать о тех происшествиях.
На обзорной площадке есть и кафе, и сувенирный магазинчик. Но меня больше всего интересует вид, который открывается отсюда. Можно полюбоваться на архитектуру, на природу, на пруд. Здесь находится сувенирный магазин. Решила зайти внутрь, потому что время еще есть. Продаются колоритные сувениры, магнитики с городом Пуэбло. Не стала гулять по этому сувенирному магазину, потому что там не разрешено снимать ни видео, ни фотографии. Я думаю, что мы еще насмотримся на сувенирный магазинчик, когда будем гулять по центру, потому что сейчас мы, получается, отъехали поодаль. Поездка проходит следующим образом. Сначала проезжает автобус по центру, потом заезжает в более спальные районы и поднимается на вершину холма, где находится форт. Сейчас я думаю, что мы поедем в обратную сторону и посмотрим еще некоторые достопримечательности. Рассказывать неудобно, потому что постоянно играет либо громкая музыка, либо громко рассказывает диктор об истории этого города. Прогулка длилась 1,5 часа. Ой, я прямо, я так рада, что наконец-таки можно выйти из автобуса и погулять здесь по главной площади. Пока я каталась на автобусе, значительно прибавилось людей на площади. Теперь много отдыхающих, чувствуется атмосфера субботы, выходного дня. Не зря Пуэбло называют городом ангелов, повсюду можно увидеть скульптуры. С главной площади Сокола открывается вид на кафедральный собор Пуэблы, который был освящен в 1649 году. На строительство этого собора ушло, представляете, 100 лет. Кафедральный собор Пуэбло является вторым по величине собором в Мексике. Я зашла внутрь, к сожалению, там снимать нельзя. Более того, попала на мессу. Поэтому меня быстренько оттуда вообще попросили выйти, потому что я зашла с другого входа, а вышла с главного сейчас. Из интересного, очень красивые колонны, живопись, очень богатое убранство у этого собора. Будет возможность, обязательно зайдите и посмотрите сами на эту красоту. Музыканты, архитектура, большое количество людей, это все Пуэбло. Следующее интересное место, которое я решила посетить, это библиотека. Называется библиотека Паула Проксиана. Возможно, я ошибаюсь названием, потому что она достаточно сложная, как называется на русском языке, непонятно. Эта библиотека была первой публичной библиотекой колониальной Мексики. Здесь хранится более чем 40 тысяч книг, рукописей и документов. Я думала, что я уже зашла в библиотеку, а оказалось, это Дом культуры. Хотя я вижу прекрасно, что здесь написано, что находится библиотека. Сейчас буду разбираться. А так там играет музыкант, есть зрители, которые его слушают. В общем, интересно, но непонятно. Так, оказывается,
музыкант. Да, вот здесь играет музыкант, как я вам уже говорила. А библиотека находится на 2-м этаже. Это мне помог разобраться местный охранник, который учтиво подсказал мне. Даже вот здесь на табличке написано, что это была самая первая библиотека в Латинской Америке. Хотела втихаря вам снять библиотеку, но не получилось. Меня заметили и, конечно же, сказали оплачивать вход в библиотеку 45 песо. Ничего дешевого в Мексике практически не бывает. А если бывает, то это просто редкий случай. Какие красивые. На самом деле представляла, что библиотека будет гораздо больше. Поэтому мое недоразумение по поводу того, что это стоит 45 песо, вполне уместно. Безусловно, красивая мебель по библиотеку, красивые книги. Но прогуляться здесь, я не знаю, наверное, минут 5. В Мексике есть такая площадь, или точнее улица, которая называется Аллея лягушек. Аллея Del Frog, вот так вы ее найдете на карте. И именно в субботу и воскресенье здесь разворачивается блошиный рынок, поэтому здесь можно купить старинные вещи, бусы, сувениры, футболки, все, что ваша душа пожелает. Помимо того, что здесь есть рынок, также здесь есть многочисленные кафешки. Thank you. Зазывают уже посмотреть меню. О, пластинки. Одним словом, оффлайн-барахолка, где можно купить практически все, что угодно. О, смотрите, как интересно. Старинные фотоаппараты. Даже какие-то сладости продают, и можно их попробовать. Gracias. Но я с Кириллом буду пробовать сладости. Я себе уже взяла кофеечек в Старбаксе, который мечтала с утра. Видимо, старинные фигурки Бэтмена, Джокера. А вот это у меня была компьютерная игра. Давние 90-е. И на какую продукцию, естественно, ценников нету, поэтому стоимость необходимо спрашивать, вам все расскажут. Так как мы путешествуем долго, покупать всякие такие интересные штучки мы не можем. У нас и так огромный чемодан с рюкзаком и еще куча техники. Но посмотреть, погулять здесь очень интересно. Живая обстановка с многочисленными посетителями. Потому что все жители знают, что открывается только по субботам и по воскресеньям этот рынок. Выхожу с этого рынка. Движение здесь затруднено. Настоящие пробки, поэтому если вы вдруг путешествуете на машине, как мы, в центр даже, лучше не старайтесь заезжать. Здесь и с парковками проблемы. Даже чтобы перейти дорогу, настоящая проблема. Ой. Так, я успела. Так, помимо блошиного рынка здесь есть еще один рынок, более старинный, он работает ежедневно, и сейчас хочу прогуляться еще до него. В историческом центре Пуэбло находится рынок, который называется Artesanías. Вы его точно не спутайте, потому что его вход украшает крылышки. Здесь большой рынок с колоритными товарами, которые делают не только в Пуэбло, но и во всей Мексике. Здесь можно и пончо приобрести, и сарафанчики местные, и сумочки. Говорят, что цены здесь дешевле, чем в супермаркете на сладости, на еду. А вот по поводу сувениров я не знаю, потому что нигде у них цены не указаны. И каждый товар необходимо спрашивать отдельно. Очень красивые сережки, платья. Вот эти платья, кстати, очень дорогие, они по 1500 песо. Но зато очень красивые. Посуда, которой так гордятся местные, можно также здесь приобрести. Стоимость, например, такой кружечки 95 песо. Можно ходить вдоль этих рядов. У меня такое ощущение, как будто бы я в какой-то галерее, потому что столько красивых вещей.
На самом деле, многие из товаров мы уже видели в других штатах. По стоимости примерно так же, как и в Табаско, то есть не очень дорого, поэтому в целом можно здесь покупать интересные вещи. Какие красивые цветные шляпки здесь продают. И пончи с изображением святых. Рядом с рынком находятся отдельные магазинчики, где продается керамика Талавера. Видите, как местные приветствуют. Вот такая вот милая тарелочка, 180 песо. С изображением совы 170 песо. Ну, знаете ли, за керамику 170 песо, я считаю, что это очень дешево. Потому что продавали деревянные сувениры в Табаско за 150 песо, а тут вот буквально вообще за 600 рублей вы получаете целую сову из уникальной керамики. А еще город Пуэбло известен тем, что именно здесь придумали соус моли. Это знаменитый соус на основе нескольких перцев, и туда еще добавляют шоколад. На наш взгляд с Кириллом это, конечно, немножко странное сочетание. Не можно сказать, что мы остались в каком-то диком восторге, когда пробовали. Кстати, в шортах можно это увидеть. Вот. Но, тем не менее, интересно было попробовать. Где-то, вы знаете, прямо чувствовался вкус шоколада, где-то, наоборот, он приглушал именно остроту перца. Но это на любителя все-таки. Можно бесконечно гулять по этим улочкам. Везде товары, особенно если учесть, что сегодня суббота. Очень много торговых рядов. Вот, пожалуйста, можно прям пробовать различные соусы. Но я думаю, что я сейчас пойду к Кириллу, и мы продолжим прогулку вместе с ним. Он закончил как раз делать видеоролик и ждет, когда я приду. Я уже присоединился к принцессе. Сейчас мы вместе дошли до католической церкви, которая называется Сан-Франциско. А вообще свой путь мы держим в сады Пассео де Сан-Франциско. Совсем рядом с церковью находятся сады, которые известны тем, что здесь есть фонтан, выложенный из плитки Талавера. Сейчас мы дошли до очень красивой улицы, которая называется Аллея художников, либо вот по-испански Баррио дель Артиста. Очень много торговцев, которые созывают попробовать их товары, будь то напитки какие-то, да, или... Да, либо соус моли, о котором я вам рассказывала ранее. Очень много поделок, ручной работы, какие-то куколки, сувениры. Интересно. Очень много картинных галерей. Все безумно красивые. Также можно посмотреть, как рисуют эти картины. Es picosa. ¿Sí? Sí, 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 poquito, sí. Porque es muy picosa. Хочу попробовать соус с кузнечиками. Говорят, что он очень острый. Но очень вкусный, солененький. На самом деле вкусный, но Да, вкусный, по остроте соленый. умеренный, да? То есть, Да, ну, да, он действительно не острый, но... Como blueberry. Sí.
теперь предложили попробовать ликер. Спросили, с каким вкусом. Ну, конечно же, с кофе. Очень вкусно, попробуй. Да, наверное, похож на то, что мы уже пробовали недавно, да? Нет, другой. Там, знаешь, он был немножко с молоком, а здесь чистый кофе, как эспрессо. Как тебе? Ну да, он совершенно не густая текстура, а такая вот достаточно жиденькая такой, но насыщенно. Пошли в разнос. Теперь пробуем мескаль со вкусом маракуйи. Вкусно, тоже как коктейльчик. Касательно стоимости этих ликеров, то кофейный стоил 350, а с маракуйей 450. То есть стоимость такая кусачая. Да, поэтому если вы хотите вдруг купить какие-то интересные ликеры, то выгоднее всего покупать их в городе, который называется Хико. Совсем рядом с церковью Сан-Кристоболя начинается еще одна популярная улица, которая называется улицей сладостей. В основном здесь продаются сладости ручной работы. Вот это, например, из фруктов различных, из лимона, из апельсина, из мяты, из клубники. Также в некоторых магазинчиках можно попробовать продукцию, правда, вот в этом нам почему-то пока не предлагают, но я думаю, в других мы обязательно попробуем. Эта улица популярна тем, что здесь располагается 40 частных магазинчиков, которые предлагают конфеты из различных сладостей, фруктов, орехов, которые можно также дегустировать. Одной из самых популярных сладостей здесь является десерт из сладкого картофеля, который называется камото. Есть даже целый магазинчик, который называется камотерия. Ну, как по примеру кофе и кафетерии. Пробую этот знаменитый десерт. Как он называется? Камото. Камото. Ну, это нечто похожее на желе. Да, это желе, это по твоей теме. На, держи, попробуй сам. Да, нечто среднее между желе и неким пюре фруктовым. Я для тебя держу еще одну сладость. Похоже на мармелад, который ты любишь. Да, вкусная мармеладка. То есть сладостей здесь очень много на любой вкус. И можно заходить почти в любой магазинчик и дегустировать. Также эти конфетки камото очень популярны в виде длинных колбасок. Ну, стоимость вы видите, да? То есть 5 конфеточек стоит 20 песо. Сейчас мы находимся возле церкви Санто-Доминго и хотим попасть в красивую часовню. Внутри действительно было очень красиво, но поскольку сейчас была какая-то церемония, возможно, венчание, то полюбоваться этой капеллой нам вблизи не удалось. Какое-то огромное количество людей сейчас на улицах. Солнышко садится, и люди выходят гулять. Тем более сегодня выходной день. Посмотрите, кого мы увидели. Шляпника из фильма «Алиса в стране чудес». Хай! Ола! А здесь фотография Красной Королевы. В завершении нашей прогулки мы решили попробовать местную сладость, которая называется чуррос. Можно попробовать с сахаром, можно с корицей, можно с какими-то другими вкусами. Попробуем классический вариант с сахаром и корицей. Так выглядит пакетик. В одном пакетике 5 штучек, стоимость 40 песо. Так, пробуем. Самая популярная сладость в Мексике. Немного суховато, да? Да, немножко суховато.
До этого в Колумбии, в Перу пробовали, они прям горячие давали. Да, они периодически готовят, знаете, такую целую длинную круглую колбаску и из нее нарезают. Но сейчас, видимо, как раз людей было много, и они из того, что было, уже кладут в пакетики. По центру Пуэбло можно гулять не один день, друзья, поэтому я сегодня гулял лишь полдня, Тома гуляла целый день, но все равно все посмотреть здесь нам не удалось. Да это и невозможно. Но в любом случае мы сейчас немножко устали от шума и хотим отправиться на другую достопримечательность, посмотреть на самый маленький вулкан в мире. Который находится немножко поодаль от центра. Если гулять по центру Пуэбло лучше, конечно же, пешком, то до этой достопримечательности мы приехали на автомобиле. Порядка 7 километров от центра города, и мы находимся возле самого маленького вулкана. Стоимость входа всего лишь 15 песо человек. Ну, собственно говоря, какой вулкан, такая и стоимость входа, да. Что мы знаем об этом вулкане? То, что его высота 13 метров и диаметр кратера 8 метров. Можно спуститься вниз. Принц малыш смеется над этой достопримечательностью, куда я его привела. Ну, ребят, вы раз были вот внутри вулкана? Да, вы гуляли по кратеру, но внутри первый раз. Вулкан Куэскамато, по которому мы сейчас с вами гуляли, является источником гейзера. И образовался он в результате извержения вулкана Попокатепетль. Друзья, я надеюсь, что вам понравилась наша прогулка по городу Пуэбло. Если это так, поддержите наш выпуск своим лайком, напишите комментарий. Всем до новых встреч, всем пока! Скоро увидимся, пока!